Когда я включаю среднестатистическое аниме, я ожидаю чего-то подобного. Японцы приучили нас к драйвовому экшену, красивым взрывам и невероятным сценам битв. Они обернули старую добрую эпичность в новую оболочку из закомплексованных подростков и закрепили все это эффектными стоп-кадрами. Но сага о Винланде, когда я посмотрел ее впервые, меня по-настоящему удивило. Это тот случай, когда после сильной серии ты еще 10-15 минут перевариваешь смысл произошедшего. В саге нет дешевизны классических сёнэнов. Она не пытается казаться круче, чем она есть на самом деле, и не давит на зрителя заумными концепциями. Она просто рассказывает историю, трудную, трагичную, даже мотивирующую, полную боли, преодолений, страха и ненависти. Именно это делает ее настоящей. Ты веришь персонажам, ты веришь их драме. Да что уж тут говорить, ты проникаешься харизмой того, кого еще недавно искренне ненавидел. Как сага о Винланде из хроники о суровых викингах начала XI века превратилась в христианскую притчу о справедливости, чести и духовной силе. Как Макото Юкимура создал из кровавого подросткового боевика по-настоящему взрослую и глубокую историю. С вами Павел Калашников, и сегодня мы ответим на эти вопросы. Поехали! Прежде чем мы продолжим, необходимо прояснить, что за гигачат написал сагу о Винланде и как она дошла до нас в таком виде, в каком дошла. Макото Юкимура — это не очередной мангака, решивший наклепать типовый сёнэн, чтобы выгодно продать его студии уровня Маппа. Точнее, ребята из Маппа по итогу за произведение взялись, но совсем по другим причинам и в других обстоятельствах. Сага о Винланде — это полноценное, выстраданное авторское высказывание. Произведение, в котором Юкимура рефлексирует над самыми сложными вопросами человечества. Изначально, кстати, он не хотел делать кровавую историю о викингах. Ему всегда была близка тема не-насилия. Можно сказать, Юкимура мечтал запустить сагу сразу со второго сезона, с той самой фермерской арки. Но дальновидный редактор сказал ему прямо: «Чувак, в наше время такой вайп не зайдет, тебе нужен хук, то есть крючок». И Юкимура этот крючок создал. Он решил сыграть на жесточайшем контрасте, проявить идеи пацифизма сквозь кровь и ярость древних северян. Вместо того, чтобы делать героя чистым и невинным, Юкимура заставил его страдать. Но страдать справедливо. Вдохновившись реальной исторической фигурой, первопроходцем Винланда Торфином Карлсефни, автор принялся воплощать свою идею в жизнь. А в чем, собственно, идея? Сага — это не про крутых викингов, хотя их там в избытке. Это история об искуплении, борьбе с внутренним насилием. Почвой для таких тяжелых тем послужили мрачные события реальности. 11 сентября, глобальный терроризм, холодная война. Наблюдая за этим, Юкимура, пусть он и японец, выросший вне христианской культуры, принялся изучать Библию. Не как религиозное откровение, а как сокровищницу человеческих смыслов. Вот что сам мангака говорит об этом опыте. Я обратился к Библии не из религиозного фанатизма, а из личного интереса. Я нашел ее послание о любви и прощении поистине замечательным. Именно эти идеи легли в основу нарратива, что особенно ярко проявится во втором сезоне. Сага стартовала в 2005 году в еженедельнике Weekly Shonen Magazine. Простите за мой английский. Это классический журнал для подростковых историй. Там, к примеру, выходил Fairy Tail. Однако, спустя полгода-год работы вскрылись критические проблемы. Во-первых, график. Выпускать по главе в неделю, сохраняя страсть Юкимуры к деталям, было невозможно. Вторая проблема – это тон. Подростковый вайб журнала шел вразрез с тяжелой философией автора. Юкимура оказался заперт в рамках, поэтому спустя уже полгода сага переехала во взрослый журнал Monthly Afternoon, что окончательно развязало автору руки. Юкимура подходил к работе с фанатичной точностью. Он посещал Англию и Исландию, изучал чертежи дракаров и с анатомической точностью вырисовывал бои. Именно поэтому многие фанаты до сих пор спорят, к чему ближе сага – к документалистике или художественному вымыслу. Хотя для меня ответ очевиден. Конечно же, больше к художке, потому что,
Вы видели Торкеля? Да. Не очень-то реалистично разносить корабли одной рукой. Угу. Приняли. Так вот, автор выбрал одно из самых кровавых времен, когда англосаксы и викинги рвали друг другу глотки. Именно здесь и начинается история Торфина Карлсефни. В саге есть ровно 3 ключевые фигуры, которые не просто заслуживают вашего внимания, они определяют сам фундамент истории и ее главные смыслы. Начнем по порядку и со временем зацепим пару второстепенных персонажей. Торс Йомский тролль. Это абсолютный мега-гигачат проекта, самый настоящий сигма, синтезирующий в себе черты Супермена, Иисуса Христа и Будды. Торс — это недосягаемый идеал, который до самого финала будет незримо влиять на каждого персонажа в этой истории. Давайте по порядку. Во-первых, Торс силен. Пиздец как силен. Вы ведь помните Торкеля, да? Вот этот 2-метровый сгусток ярости, который в соло разматывает целая армия. Так вот, Торс единственный, кто попустил Торкеля в честном бою, причем как физически, так и духовно. Торс смог бы в одиночку закончить любую войну еще до ее начала, просто не вспотев. Если бы он не сфидел в самом начале, извините за спойлеры, сага бы превратилась в короткометражку. Потому что при виде этого шкафа, в который зашита мудрость всех величайших Хокаге, даже Торкель бы задрожал и моментально отяжелил бы свои большие штаны. Но главное тут, конечно, не мышцы. Истинная мощь Торса в том, что он понял. Это первый персонаж в сюжете, которого мы видим готовеньким. У него есть четкая философия и выверенное мировоззрение. И в этом его проклятие. Торс пацифист, который сознательно выбрал им быть. И здесь есть колоссальная разница. Торсу не заливали христианскую прошивку с детства, как тому же Кнуду. Торс сам прошел через ад, крушил батальоны врагов и в какой-то момент просто решил стать свободным от насилия. Именно поэтому в итоге Кнуд ожесточится и станет одержим идеей рая на земле любой ценой, а Торс даже в самой безвыходной ситуации предпочтет остаться человеком. По сути, в начале аниме нам показали будущий путь Торфина, только пройденный на максималках. Это как в компьютерной игре. Тор сразу выбил платину, без единой ошибки заспидранил сюжет, в то время как Торфин следующие 100 глав будет мучительно выгрызать себе хотя бы бронзу. Единственная ошибка Торса в том, что он прозрел в мире, где единственная валюта — это насилие. Только вдумайтесь, вы самый сильный воин на планете, вы способны свернуть горы, но вы проявляете запредельную силу воли и отказываетесь от главного дофаминового удовольствия эпохи — войны ради мирной жизни на ферме в богом забытой Исландии. Этот поступок — главный камень преткновения для Торфина. В первом сезоне Малой отравлен идеей мести, в то время как для Торса сама эта концепция в корне недопустима. Единственная причина, почему Торс погиб, это его сознательный выбор. С небывалым мужеством он принял смерть на ногах, без страха, с ледяным спокойствием. Каждый его жест в саге — это жирнейший омаж на Иисуса Христа. Да, в этом видео будет много сравнений с христианством, потому что нельзя игнорировать слона в комнате. На мой взгляд, Торс — это Иисус с кулаками. Он спокоен, учтив, добр, но если ты окончательно потеряешь рамки, то долго против него не простоишь. Именно фигура Торса станет монументальной тенью, что ляжет на плечи юного Торфина на долгие годы. Торс составляет после своей смерти очень коварный символ — кинжал. Кинжалом, знаете ли, можно нарезать капусту, а можно лишить человека жизни. Это мощнейший образ. Торс хранил этот нож как память о своих грехах и преступлениях, как напоминание о крови, от которой он когда-то отказался. И когда Торфин берет этот кинжал в руки, у него есть выбор. Хранить это оружие как память о жертвенном пути отца или использовать это как оружие массового поражения. Спойлер, Торфин в порыве слепой мести выбирает второе. Он сознательно выбрасывает все, что стояло за этим клинком. Он обесценивает и свою жизнь, и жизнь отца. Мастер, так сказать, оставил послание, но адресат его не получил. Торфин взял форму, но полностью проигнорировал содержание. И здесь самое время поговорить о второй фигуре, о человеке, который подобрал сломленного мальчишку и окончательно проявил в нем самые ужасные звериные черты. Аскелат, рожденный из пепла. А я хочу водички. Когда бедолага Торфин охвачен слепой яростью, Аскелат ловко пользуется этим запалом юноши и превращает мальца в шреддер по переработке англосаксов. Ярость и желчь, текущая в венах Торфина — это самый настоящий вечный двигатель.
У него, конечно же, есть побочки, вроде того, что работа этого двигателя сжигает своего владельца, но это так, мелочи. Мне безумно нравится то, как Юкимура деконструирует образ Аскелада. Сначала ты вместе с Торфином его ненавидишь, затем на тебя действует его, такая, знаете, злая харизма, и ты где-то даже начинаешь его уважать. А затем, когда автор срезает слой маски и двуличия, ты начинаешь сопереживать этому персонажу. Это безумно тонкая работа с героем, где важно не перегнуть и не переборщить, выдержав идеальный баланс. И Юкимура делает это мастерски. Аскелад очень понятен простому человеку. Если торс — это идеал, к которому Торфину следует стремиться, то Аскелад — это понятная, а главное, человеческая и близкая нам альтернатива. Зачем он убил Торсы? Деньги. Зачем он использовал Торфина? Эффективно. Зачем убил няньку Кнуда? Чтобы тот повзрослел. Его действия пропитаны прагматизмом и чистым цинизмом, который ведет его... А, собственно, куда? Деньги могут множиться бесконечно, как и твоя политическая роль. Однако в чем состоят конечные мотивы персонажа? Именно здесь Юкимура выворачивает прошлое героя. Бастард, который убирал конюшни все свое детство и потом, как и Торфин, в порыве мести захотел убить человека, своего биологического отца. Желая отомстить ему за мать и за то, в каком она положении, Аскелад применил свой интеллект, а не мышцы. Втерся в доверие и прикончил отца, подставив своего брата. Чисто, прагматично и жестко. Я думаю, даже Варис бы позавидовал таким мувам. Аскелад не просто наемник. Он глубоко презирает общество, в котором существует, глубоко презирает людей, которых видит. Цель остается такой же понятной – защитить свой народ. Аскелад идет на сделку с собой и именно поэтому вряд ли чувствует себя каким-то там героем. Он скорее воспринимает себя как инструмент. Колкий, когда надо, более мягкий, когда это более уместно. Для Торфина и Кнуда он катализатор. Если Торс мессия, то Аскелад скорее змей-искуситель, который проверяет убеждения Торфина на прочность. Но важно говорить, он не зло во плоти. Аскелад такой же запутавшийся человек, пораженный местью, который увидел в Торсе проблеск света. Ведь когда Аскелад предлагает, чтобы Торс стал их командиром, на самом деле он делает это не иронично, потому что сам Аскелад понимает, что двуличен, грешен и ненавидит своих же людей. Вся его жизнь — это глубокое одиночество и тоска. Отсюда это желание казаться избранным, потомком короля Артория, хотя в деле он просто крайне умный и изобретательный интригант. И для Торфина он стал, как бы это ни звучало, вторым отцом, а скорее наставником, который сдирает с юнца розовые очки и показывает, почему в этом мире быть как Торс крайне сложно и тяжело. Сначала Торфин воспринимает поведение Аскелада как стандарт, мол, если мир жестокий, то жесток и я. Только после того, как идея мести, которая в корне больная, начинает затухать в связи со смертью Аскелада, Торфин понимает, вся кровь была зря. Кнуд. Принц Кнуд, король Фимбой, также известный как главный нытик первого сезона. Персонаж поначалу полностью статичный. Его рот, глаза и мысли — это его нянька. Рагнар. Вот этот толстячок, знакомьтесь. Сам Кнуд на протяжении большей части сезона лишь кукла, которая номинально играет политическую роль. На мой взгляд, Кнуд — это яркий пример того, как насильное впихивание в разум человека религиозных концепций не просто вредит человеку, а ломает его напополам. Кнуд, как и его нянька Рагнар, это последователи христианства, которое взрастило всю западную цивилизацию. Кнуд молится, следует традициям и правилам, но при этом его вера зиждется не на глубокой вере, как у того же Рагнара, а на том, что ему прошили эти смыслы еще в раннем детстве. Это очень мягкая и хрупкая вера, и неудивительно, что после смерти религиозного авторитета эта вера принимает достаточно жуткий оборот. Как я уже говорил, катализатором для Кнуда становится старина Аскелад, который жестоко убивает почти что родителя юноши. Делает это Аскелад, чтобы увидеть истинное лицо будущего короля. И Кнуд буквально за одну сцену трансформируется из робкого ребенка в жестокосердечного короля. Диалог со священником, который состоялся в одной сцене, полностью проявил истинную суть Кнуда, прикрытую за христианскими обетами. Немного остановимся на этом диалоге, окей? Суть его проста. Священник изоблачает якобы лживую любовь Кнуда к Рагнару. Затем он говорит, что истинно любить могут только мертвые, потому что они любят безвозмездно. Ну, шиза, конечно, еще та, на мой взгляд, да и верить бухому священнику такое себе удовольствие, но Кнуд видит в этом диалоге идеальный повод обрушить свой гнев на Бога и в каком-то смысле взбунтоваться на него.
Кнут внешне меняется до неузнаваемости, и плоды этой трансформации мы увидим лишь во втором сезоне. Многим может показаться, что эта метаморфоза усилила принца, сделала его более мужественным. Но, на мой взгляд, именно в этом моменте Кнут проявил глубочайшую слабость и возвел в абсолют свою обиду на мир. Он нашел в диалоге со священником не повод переосмыслить мир и принять более жесткие правила игры. Он решил эти правила вводить вместо Бога. Обозлившись на него, Кнут, как маленький ребенок, как бы кричит: «Раз ты не можешь защитить меня, раз ты не можешь построить идеальный мир, я сделаю это сам». Крайне наивно полагать, что обида на нечто высшее способна изменить хоть что-то в позитивном ключе. Но по первости, хищная уверенность Кнуда приводит его к короне, которая затем давит его плечи. Мало того, что почивший Свен в виде головы Пакмана преследует бедолагу Кнуда, так и решения, принимаемые Кнудом, в конечном смысле оказываются бессмысленны. Кнуд лишь плодит насилие, прикрываясь тем, что он строит рай. Говоря о рае, он грабит фермерские угодья, убивает людей и даже своего брата. Где-то глубоко внутри него сидит чувство неполноценности, смешанное с желчной обидой. И в сути своей весь путь Кнуда со второго сезона — это подпитка того самого двигателя вечного насилия. Только вот Кнут вечно повторяет себе, что это не насилие, а благо. И вот вы мне скажете: «Хей, ведь это обзор саги, и у тебя ни слова про Торфина почти что, а ведь уже конец видео». Вы правы. Но про Торфина формата первого сезона мне нечего сказать. Несмотря на то, что он протагонист истории, в сути своей Торфин — это губка, которая впитывает сначала философию Торса, затем отбрасывает ее, предпочитая месть и путь насилия Аскелада, и затем противопоставляет себя пути Кнуда. Торфин не пустой, я не об этом. Это глубокий и трагичный персонаж, понятной мотивацией и ясными изменениями. Но эти изменения продиктованы философией тех персонажей, которых я описал. Торфин долго бежал от философии Торса, но, выбрав путь насилия, остался пуст. Превратился в пустую оболочку. И только затем, сквозь тяжести кошмаров прошлого, он обнаружил в себе силы и поставил почти мифическую цель — найти Винланд. Знаете, сага о Винланде — это больше, чем просто история о искуплении. Это целый паноптикум персонажей и интриг, где разыгрались кровавые пляски. В мире викингов и жестокости ты вряд ли можешь оставаться добрым и мирным. Либо ты, либо тебя. Однажды придется выбирать. Принять путь мести или сухой прагматики. А может, обозлиться на сам мир, на Бога, и, используя эту ярость, прогрызать себе путь к короне через кровь и насилие? Может, есть другой путь, более светлый, не менее тяжелый, но по крайней мере этот путь не превратит тебя в пустую оболочку. До скорого. Ребят, я тут точно понял, что одним видео мы не обойдемся. Это был скорее большой пролог, и в следующем видео мы поговорим о том, почему сага, на мой взгляд, провалилась, обсудим нарратив второго сезона и его критику. Спасибо, что были со мной, до скорого, подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на мой Бусти, потому что только за счет вашей поддержки канал может и будет расти, поэтому все ссылки в описании, спасибо и до скорого.